И мне хочется верить, что все эти изменения произошли из-за меня. Всем привет, это Кей. Некоторое время назад я делала видео о том, какие удобные или неудобные приложения для просмотра аниме, а в частности про Netflix, Wakanim и Crunchyroll. И не так давно Wakanim внес некоторые правки в свое приложение, а приложение Crunchyroll совсем обновилось. Мне кажется, стоит обновить то видео и поговорить о нововведениях. Начнем с Wakanim, потому что там изменения не такие кардинальные. Первое, что бросается в глаза, это то, что они добавили такую кнопочку кебаб менюшечки, и теперь из этого слайдера серии мы можем перейти не только к просмотру серии, но и к детальной странице самого сериала. Это удобно, об этом я говорила в своем предыдущем видео, и меня радует, что это добавили. Также такую же кнопку добавили на серии в списке «Мои аниме». Другой момент, у меня стабильно стала отображаться страница с нотификациями. Практически перестали появляться эти черные поля, хотя пару раз этот баг у меня проскакивал все же, но вроде бы сейчас все нормально. Единственное, что мне бы здесь хотелось в нотификациях, это то, чтобы при нажатии на какую-то серию, как я говорила в предыдущем видео, переходила к серии в приложении, а не к сериалу в браузере. Но, видимо, здесь все впереди. Перемотка серии на 10 секунд двойным тапом все еще нормально не работает. Опять же, если я проматываю двойным тапом, потом проходит какое-то время, и я хочу опять также перемотать, меня чаще всего перебрасывает на тот момент, на который я перематывала до этого. Может, это у меня вообще какой-то баг, может, я что-то неправильно делаю. Но вот так вот. Также другой баг, который не исправили, это скролл в разделе «Параметры». Я что только не пыталась сделать, нет, оно не скроллится. Вот такие небольшие изменения в приложении Wakanim. Перейдем к Crunchyroll. И здесь будет уже моя первая реакция на их изменения. Я видела только первую страницу, больше я никуда не смотрела, потому что я решила, что я хочу сделать видео. Именно поэтому я буду смотреть в основном на экран, не обессудьте. Итак, открываем приложение. Здесь уже в начале так красивенько выглядит. Я сначала подумала, что это, Netflix. И я в предыдущем своем видео говорила, что то, что сделал Netflix, мне, в принципе, нравится. Итак, первая страница. У нас здесь наверху главный тайтл. Я думаю, здесь Башня Бога, потому что это оригинал от Crunchyroll, но, может, здесь будут меняться какие-то тайтлы недели, тайтлы дня. Пока еще первый день, когда я посмотрела сюда. И здесь мы можем перейти смотреть. И меня сюда перебрасывает на серию, которую я еще не смотрела. Я не уверена насчет вот этого вида серии, когда они открываются. Это больше напоминает YouTube, это странно. Это, я как понимаю, подробная страница тайтла. Угу. Все эпизоды. Следующий сезон. Что? Что значит следующий сезон? Только один сезон у этого аниме. Я не понимаю, что происходит. Это вгоняет меня в ступор. Кто бы мог подумать? Оригинал, английский, озвучка английская и русская. Что-то русское. Больше таких же аниме, как это. Мне нравится эта вкладка. В принципе, так же, как и у Netflix есть такая вкладочка. В целом, мне нравится, как это выглядит. Это более удобно. Здесь сразу видно вот эти эпизоды, больше эпизодов. Это сразу бросается в глаза. Плюс сразу бросается в глаза вот эта выпадашечка. Мне это нравится, потому что в прошлый раз я упоминала это, что вот эта выпадашечка вообще была незаметная. Она какого-то сливалась со всем остальным текстом. Здесь можно сортировать. То есть, если ты только открываешь тайтл, начинаешь его смотреть, ты начинаешь с старого эпизода самого. А если ты продолжаешь, то ты начинаешь с нового. Продолжаем смотреть главную страницу. В принципе, очень похоже на нетфликсовскую страницу. Сначала у нас идут такие предложечки, хотя их тут много, их просто мне бы лень иногда было листать их. Дальше продолжить просмотр, хотя я бы, наверное, написала прям в заголовке, что это продолжить. И здесь уже по тематикам и по жанрам. А чем отличается? Давайте посмотрим, чем отличается вот это вот From Your Watch List от серии. С чего начнем? Ну, давайте вот с этого нажмем. Не открывается серия. Опять то же самое. Может, это задумывалось то, что сверху вот где вот эти серии, это продолжите просмотр, например.
А вот снизу это посмотрите шоу Snow, потому что здесь кроме тех аниме, которые я смотрю сейчас непосредственно, которые сейчас входят, есть и те, что у меня в целом добавлены. Популярные самые нормально. Я не понимаю вот эти вот большие... Они что? Дальше все понятно. Я, кстати, даже не знала, что некоторые из этих тайтлов, которые мне попались на глаза сейчас, есть на Crunchyroll, потому что смотрела я их давно, когда на Crunchyroll их не было. Продолжаем. Здесь дальше у нас мой список. Я, кстати, говорила о том, что в моем списке лучше бы были как бы тайтлы, а не серии. А если я нажму, открывается тайтл. Я думала, типа, будет продолжить просмотр. Здесь можно лайкнуть. А зачем лайк? Добавлено, обновлено или просмотрено. Потом серия добавлена, просмотрена. Ага, окей. Не буду проверять, как это работает, хотя, наверное, стоило бы. Я не тестировщик им здесь. Я так и не поняла, зачем эти сердечки. История, то есть то, что мы только что смотрели. Ладно, это у нас уже какой-то, да, поиск. Поиск по жанрам. Горизонтальные скроллы здесь. Ты меня настиг везде. По-моему, вот с этим моментом намудрили. Опять мы можем сортировать. Удобно, что здесь есть как бы с субтитрами, с озвучкой. Нет, вот этот момент они все-таки намудрили очень сильно. Есть жанры, где я захожу, там, какие-то еще жанры. Думаете, все такие умные, как вы? Нет. С одной стороны, если я хочу посмотреть как-то несколько жанров, типа я хочу посмотреть драму, вот в фэнтези-мире я могу найти как бы целых 2 жанра сложить. Но то, как сделали, здесь можно посмотреть по сезонам. Раньше у них было вместе и сезоны, и жанры, и в алфавитном порядке, и в других порядках. Это все как-то в одной куче было. В принципе, что было нормально, я не скажу, что это было неудобно. Но они тут разделили, и, в принципе, тоже нормально. Настройки. Я здесь могу управлять, видимо, своей подпиской. Я вижу, что одна тут есть. В принципе, здесь, по-моему, больше каких-то пунктов появилось. Не буду по настройкам лазить, мне кажется, настройки это не так интересно. Хотя бы они скроллятся, в отличие от ваканимовских, типа, этого уже достаточно. Давайте поиском посмотрим, что у нас поиск. Допустим, так, топ результаты, сериалы, фильмы, эпизоды. Это понятная, удобная штука. Прекрасно. А если по-русски? У них в прошлый раз невозможно было по-русски найти что-то, насколько я помню. Гинтама. Нет, по-русски оно все равно не ищет, потому что у меня основной английский язык. Я бы хотела, чтобы я могла ввести вообще на любом языке, и мне бы нашелся тайтл. Давайте посмотрим. Я видела там что-то интересное. Вот эта штука. Я тут могу менять язык субтитров. Я могу выключить даже субтитры. Ну-ка, если я нажму на серию, чтобы она играла, то есть это будет так же, как в Netflix, я поменяю язык субтитров, и он поменяется здесь прям с этого момента. И здесь я нажимаю настройки, субтитры, испанские. Что сломалось? Нет, все, появились. Есть небольшая какая-то, по-моему, задержка, но в целом работает. Очень хорошо, что работает. А как назад? Мне из-за того, что запись экрана идет, мне сложно было назад нажать. И мне кажется, лучше было сделать стрелочку не вниз, а в бок, типа назад. Это, мне кажется, логичнее, нет? Смотрите, озвучка. Что мне интересно, будет ли с озвучкой работать? Кстати, мне бы удобнее было, если бы сверху написано было номер названия серии, потому что я вот сейчас нажала, и я не совсем поняла, что происходит. А также я хочу переходить на предыдущую серию. Мне бы было это удобно, если бы у меня была возможность с серии переходить на предыдущую. А тут только следующую. Давайте откроем английскую озвучку. А потом посмотрим, можем мы переключиться на другой язык озвучки. Нет, мы не можем. Не настолько продвинуто, как у Netflix, когда ты можешь посередине серии и субтитры, и озвучку переключать. Но уже намного лучше, уже намного удобнее. В принципе, Crunchyroll больше концентрируется на субтитрах, поэтому, наверное, логичнее, что они сделали переключение субтитров первее, чем
переключения озвучки. И вообще озвучка здесь сделана так, что это именно как отдельный сезон. Что я понимаю, почему так сделано, потому что так легче сделать, и в целом это не настолько неудобно пользователю, но это нелогично. Я бы, например, наверное, не догадалась, где искать озвучку. Немножко что-то, капелька разочарования в моей душе. Вроде бы все, что я хотела сказать. В общем, мое первое впечатление намного лучше, чем было. Первая страница, мне кажется, это самый универсальный вариант, который может быть для подобных сервисов. Ты с нее можешь пойти и продолжить просмотр, а еще также она рекламирует тебе тайтлы, которые есть на данном сервисе. Я не знаю, как здесь работает таргетирование вот этих сериалов. На Netflix прекрасно работает. На Netflix я, по-моему, попала в какой-то шар вот этих сериалов, которые мне нравятся. И иногда я хочу посмотреть что-то вообще другое, но фиг там я его найду, потому что я буду в этом шаре таргетированных сериалов. Посмотрим, как это будет работать здесь. Как вы поняли, я увидела, что здесь есть некоторые сериалы, которые я смотрела еще до Crunchyroll, и, может быть, я посмотрю их, если я захочу пересмотреть данные тайтлы, я посмотрю их именно на Crunchyroll с их субтитрами или, может, озвучкой. Если говорить о странице «Мой список», там тоже в целом стало все более-менее удобнее, хотя я уже как-то даже привыкла к тому, что там были именно серии, а здесь они все поменяли, и теперь мне придется привыкать к тому, что есть. Мне нравится, что я могу переключать язык субтитров в любой момент просмотра серии. Раньше нужно было идти в настройки, теперь можно прямо на серии все поменять. Единственное, перемудрили со списком самих сериалов. Здесь, мне кажется, можно было сделать, как было до этого. Но выглядит хорошо. Выглядит-то красиво. Хотя человек ко всему привыкает, и, возможно, такой вариант в какой-то момент мне покажется даже более удобнее, чем то, что было до этого. Вот такое мое первое впечатление об обновлении приложения Crunchyroll, и не совсем первое впечатление о том, что сделал Wakanim. Это был интересный опыт. Мне теперь все больше нравится Crunchyroll, они молодцы. Мне, конечно, хочется верить, что... Но я реалист, я понимаю, что те изменения, которые здесь сделали, они когда-то должны были произойти. И тем более, если мы говорим о том, когда вышло это видео и насколько большую работу они проделали, насколько они изменили все, мне кажется, это заняло намного больше времени, учитывая дизайн, разработку, тестирование, правку багов и так далее. Да, тестирование — это очень важно, потому что если ты зальешь очень забагованное приложение, да, Wakanim, то пользователям будет очень неприятно. Здесь пока у меня вроде ничего не лагануло. Я надеюсь, что они проверили все, что можно было проверить. Хотя... Знаете, если только ты не тестировщик от бога, не знаешь, что может сделать пользователь. В общем, такое обновление. Если Crunchyroll мне захочет заплатить за это денег, за то, что я тут его достаточно много хвалю, в отличие от моего предыдущего видео, то напишите мне на почту. И всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Но это я вообще не смотрю. Я не понимаю, что вот это за два тайтла. Волос.